Всем привет! Я не планировал снимать обзор на эту отвертку с набором бит, но, получив ее, к сожалению, был вынужден, во-первых, для начала написать отзыв на Алишку и, естественно, снять обзор. Почему я заказал? Итак, про этот набор я забыл, положил, заказал. Он очень похож на Xiaomi, очень похож на Xiaomi. Вот так он выглядит на Али. Получаю я, значит, эту отвертку. Вскрываю, тут все как бы запечатано, как бы все нормально. Качество пластика вы сами видите, отливки. Он уже немножко меня насторожил, но потом я попытался пользоваться данной отверткой. Когда вы видите на фото вот этот вот держатель бит, он производит впечатление сделанного из металла. Но по факту, когда он к вам приходит, вы понимаете, что это пластик. Это уже довольно-таки приличный минус, потому что никаких нагрузок вы с помощью нее сделать не сможете, потому что она просто сломается. Итак, это первое разочарование. Второе – это качество бит. Вы думаете, это они залапанные пальцами? Нет, это некачественные куски металла, которые сверху покрыты вот таким вот цинком. И в некоторых местах, для того, чтобы вы поняли уровень катастрофы, они выглядят вот так. На мой взгляд, только за мой отзыв, в котором я приложил эти фото, мне должны были просто компенсировать стоимость, и я как бы забыл. Развидел эту отвертку и фиг с ней. Зачем, в общем-то, я начал снимать обзор? Для того, чтобы вы поняли, что данная отвертка это, в общем-то, фуфляндия, ее брать не стоит. Вы скажете, да за 2 бакса, в принципе, нормальная отвертка. Нет, есть нормальные отвертки за те же 2 бакса. Видать, они хранились не очень, и они начинают выглядеть уж очень печально. Я уже не говорю про качество их отливки. Мы попробуем ими что-нибудь открутить, и я надеюсь, у нас хотя бы это получится. Здесь даже не совсем местами ясно, что напечатано, какая вообще это отвертка, и что это вообще. Ощущение, что ее камнем выстругали, то есть просто вот взяли заготовку и в конце поцарапали камнем, и после этого покрыли никелем. К торксу это отношение вообще никакого не имеет. Напомню, держатель здесь пластиковый. Вы скажете, ну, наверное, там внутри стоит магнит. Да хрена с два. Там есть магнит. Он очень-очень-очень слабый, но он там есть. Я думал, они будут просто выпадать. Нет, они не выпадают. Только если вот так вот начинаете немножко активно трусить. А это набор, который продается там же, за те же деньги. И вы без проблем его можете купить. Тут интересная система, кстати, крепления. И если мы посмотрим на те же торксы, то это торксы. Они выглядят нормально, и я думаю, свою функцию они выполняют. Вернее, я не думаю, я уже ими пользовался. Анодированный. Вот такой вот металлический алюминиевый держатель. Если вы делаете упор, он легко прокручивается. Верхняя часть у него широкая. Единственный нюанс данного варианта отвертки, здесь немножко нестандартные биты. Хорошо это или плохо, но функцию они, в общем-то, выполняют. К ним претензий нет. Использовать в других отвертках вы, к сожалению, их не сможете. Да, это, наверное, минус. Здесь у нас самые распространенные варианты отверток. Плоская, Philips, торксы, мелкие торксы и даже вот такая вот штучка. Это такой себе пин для того, чтобы вытаскивать сим-карту. В общем, неплохой набор. И давайте, наверное, попробуем для начала вот этим набором открутить какие-нибудь винты. И, естественно, попробуем еще крутить вот этим набором. А потом проверим на крепость. Для начала разберем крестовой отверткой вот такую вот игрушку. Вытаскиваем биту. Винт откручен, все было удобно, проблем вообще никаких не вызвало. Берем аналогичную из того набора, который, к сожалению, мне не нравится. Может быть, я его зря критикую. Естественно, он тоже выкручивает винт, потому что винт вкручен в пластик, и тут уж не выкрутить это надо постараться. Но когда вы опираетесь вот в такой маленький, довольно-таки острый верх отвертки, вам уже даже при таком винте не так удобно крутить. Магнитятся ли винты? Магнитится. Магнитится. Фигово магнитится что к этой отвертке, что к этой. То есть магниты стоят, к сожалению, слабые. Далее попробуем открутить что-нибудь мелкое. Подделка на Nitecore. Не сделал на него еще обзор. На Nitecore сделал, на эту подделку нет. Но как раз проверим, можно ли его разобрать вот такой отверткой. Отлично выкручивает. Немножко проскальзывает. Попробую взять другую, покрупнее. Более крупная откручивает. Вот для таких мелких работ должно хватать, но у меня уже она проворачивается и на этих винтах. Но это, скорее всего, из-за того, что качество отливки, ну, совсем печальное. И, естественно, крутить такой удобнее. Она вот здесь вот отлично скользит. А здесь пластик, он, во-первых, хуже скользит. Во-вторых, ну, площадь, сами понимаете.
Отвертки плоские я вообще тестировать не буду. Я просто проверю, насколько они крепкие. Для этого у меня есть вот такой вот приборчик. Попробуем, гнутся ли они вообще, из чего они сделаны. Можно ли пальцами его погнуть. Вот такой вот у меня есть беспроводной паяльник. И он торксами закручен. Торксами, отлично. Нужно разобрать, посмотреть, что же там внутри. Ищем подходящий торкс. И, кстати, на этих торксах есть номера. Это большой плюс. Если вы приблизительно понимаете, какой торкс вам нужен, вы его просто берете и откручиваете. Ух ты. А вот это вот отлично. Здесь хорошо винты закручены. Торкс хорошего качества, выкрутился легко. Берем вот эту отвертку, пытаемся найти подходящий торкс. Пытаемся открутить, и у нас тоже получается. Магнит здесь, конечно, слабоват совсем. Торксы, которые не из самых мелких, они, вот видите, свою работу выполняют. Поэтому в этом плане я, конечно, ее сильно поругать не могу. Просто она печально выглядит, но при этом функции свои выполняет. А теперь попробую, насколько здесь металл мягкий. Возьмем маленькую плоскую отверточку. Это из вот этого набора я взял. И попробую ее просто погнуть. Она погнулась не то что просто, а очень просто. То есть здесь металл очень мягкий. Естественно, когда я выкручивал винты, которые вкручены в пластик, и не самые мелкие, то они не срываются. Но вы видите, что отвертка элементарно гнется. Ладно, вы скажете, это мелко, давайте я более крупную возьму. Вот прям практически самую крупную. Если она согнется, ну просто так вот, элементарно. Смотрите, отвертка, которая, ну вот просто даже при таком сведении элементарно гнется, к сожалению, не очень хорошо подходит для работы. То есть, если вам, конечно же, надо что-то прям очень срочно и очень нужно сделать, то, конечно, пробуйте. В любой момент, к сожалению, может это все дело согнуться, слезаться, сломаться. Учитывая похожую стоимость, я, конечно же, подозреваю, что здесь будет та же самая ситуация. Давайте попробуем. Здесь нормальный металл. Сейчас я его попробую, согнулся он или нет. Нет, он немножко царапнулся. Просто так вот согнуть отвертку, вот, элементарно в пальцах. То есть это я не плоскогубцами, а в пальцах, естественно, это делаю. Здесь нельзя. Для этого набора этого вполне себе достаточно. Толстые ржавеют, тонкие элементарно гнутся. В общем, шикарный набор для того, чтобы его шикарно выбросить. А лучше не тратьте на него деньги. Но это не все. Давайте его проверим обычным напильником, который у меня в мультитуле. Насколько здесь плохой металл. Итак, мультитул у меня от Лазермана. Очень большой шанс, что он не причинит вреда данным битам. Как вы видите, даже этот напильник, который ни разу толком не напильник, легко слизывает часть металла, что в принципе не должно происходить. Давайте проверим с вот этой битой. Вот так и должна вести себя бита. Более-менее качественно. Я уже не говорю за хорошие, которые он вообще не должен брать. Максимально мелкие царапины остаются, но не счесывается металл. То есть здесь металл, ну, для такого набора, конечно, за эту стоимость вполне себе приличный. Вывод по данным наборам. Вот этот набор абсолютный шлак. Вы можете по ошибке, конечно же, взять его. Если вы о нем знаете, что он плохой, то брать его, сами понимаете, не стоит. Только если кому-то в шутку подарить, какому-нибудь мастеру, я думаю, он шутку оценит. А вот этот набор для себя смело можете брать. Неплохой вариант. Он, кстати, и довольно-таки удобный. То есть он вот так вот складывается, очень быстро раскладывается. Все биты сразу же доступны, не выпадают. Выпадают, если я сильнее ударю, они все высыпятся. Потом мне этот мусор придется со стола собирать, а мне этого не хочется делать. Этот берем, этот выкидываем.